В моей руке специя, ради торговли которой Дания воевала с Англией. Причиной была невероятная прибыльность ароматных веществ. Ведь мир 15, 16, 17 веков был местом, где постоянно приходилось бороться с ужасными запахами. Более того, широко было распространено убеждение, что неприятные запахи миазмы переносят болезни. Приятный аромат был не просто роскошью, он был самой защитой от чумы. Перец, имбирь, корица, гвоздика в 15 веке были роскошью. Их использовали в качестве консервантов, чтобы предотвратить порчу продуктов. Их использовали в медицине. И, конечно же, их использовали для придания вкуса, преображая пресную монотонную диету европейских аристократов. Но откуда появлялись специи? Самые ценные, такие как гвоздика и мускатный орех, добывались в одном единственном месте – на крошечном архипелаге современной Индонезии – Малукских островах, которые впоследствии стали известны как острова специй. Перец и корица поступали из Индии и Цейлона. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин. Я парфюмер-любитель, и в этом видео мы проследим пути этих товаров на рынке Лондона или Парижа. Специи плыли на кораблях через Индийский океан вверх по Красному морю, а затем доставлялись караванами верблюдов до порта Александрии в Египте. Оттуда они пересекали Средиземное море. Эта торговая сеть, соединяющая Восток и Запад, контролировалась целой сетью посредников, и в Европе ее возглавляла Венецианская республика. К 15 веку Венеция стала королевой Средиземноморья. Ее богатство было построено не на земле или армиях, а на кораблях и торговле. Используя свое стратегическое положение и мощный флот, Венеция веками заключала эксклюзивные сделки с мамлюкскими султанами, правившими Египтом. Благодаря этим договорам Венеция стала единственным поставщиком пряностей, идущих в Европу. Это означало, что для остальной Европы самые ценные товары на земле – специи – были дороже золота. Желание разрушить венецианскую монополию и найти новый путь богатствам Востока стало главной движущей силой эпохи великих географических открытий. Васко да Гама и Христофор Колумб отправлялись в неизведанные воды не только ради славы, но и ради сказочных богатств. И это стремление привело к открытию совершенно новых источников ароматических веществ в самых неожиданных местах, буквально за одно столетие. Так европейские исследователи приплыли к берегам Северной Америки не только ради открытия нового пути в Индию. Они также искали товары, которые могли бы соперничать с прибылью от торговли пряностей с Востока. И одно время даже казалось, что таким товаром будут корни дерева, известного как сассафрас. Задолго до прихода англичан коренные народы Северной Америки знали, что сассафрас – особенное дерево. Это было легко понять по характерному аромату, сладкому, пряному, часто сравниваемому с корицей. Ароматную кору и листья дерева использовали в кулинарии и в медицине. В эпоху повсеместных болезней сассафрас продавался в Европе как чудодейственное лекарство из Нового Света. Его рекламировали как средство от сифилиса, распространенной и неизлечимой в то время болезни. Считалось, что он также лечит лихорадку, ревматизм и кожные заболевания. Эти убеждения положили начало тому, что вошло в историю как Великая охота за сассафрасом. В 1602 и 1603 годах английские исследователи отправлялись в экспедиции специально для его сбора. Путешествие капитана Мартина Принга в 1603 году было коммерческой экспедицией, основной целью которой был сассафрас. В течение 2 десятилетий это дерево было важным экспортным товаром, занимая второе место по объему экспорта из британских колоний, уступая только табаку. Англичане финансировали дорогостоящие и опасные трансатлантические путешествия не за горами серебра, а за поленницами. Они делали ставку на то, что запах и предполагаемые целебные свойства этого американского дерева смогут конкурировать с легендарными пряностями Востока. Речь шла не только о медицине, речь шла о геополитике. Торговля сассафрасом стала ключевым экономическим двигателем для молодых английских колоний, помогая финансировать само их существование. Процесс добычи был жестоким и нерациональным. Самой ценной частью были корни из-за высокого содержания ароматного масла, а это означало, что деревья приходилось вырубать и выкапывать. Запасы, казавшиеся бесконечными, быстро истощались. Одна из первых партий сассафраса в 1602 году весила тонну, но к 1626 году колонисты с трудом выполняли квоту в 14 килограммов. В конце концов спрос упал, рынок переполнился, цены рухнули, и на этом добыча сассафраса закончилась.
Тем не менее, это важная глава в истории глобализации, показывающая, как стремление к одному единственному ароматному растению могло мотивировать отправку экспедиций, стимулировать колониальные амбиции и связывать леса Северной Америки с аптекарями Европы. Пока исследователи наносили на карты новые земли, в открытом море охотились за странным и ценным ароматическим веществом – амброй, которое образуется в пищеварительной системе кашалотов. Более подробно о ней рассказано в предыдущем видео. Парфюмеры ценят этот материал за характерный запах и способность значительно продлевать стойкость других ароматов на коже. До появления синтетических душистых веществ этот компонент был вершиной парфюмерных технологий. Песчинка такого китового камня могла превратить простую цветочную воду в роскошный аромат, достойный королевской особы. Поиски этого плавающего золота стали неразрывно связаны с китобойным промыслом. В то время как китобои охотились на кашалотов ради их масла, которое наполняло лампы Европы и Америки, обнаружение амбры внутри кита было сродни выигрышу в лотерею. Это создало прямую, хотя и странную связь между жестоким трудом китобойных судов и изысканными парфюмерными домами. Однако из всех ароматных сокровищ, сводивших людей с ума, самым ценным был мускатный орех. За него же велась самая отчаянная борьба. На протяжении веков это скромное на вид растение можно было найти только в одном месте на Земле. На крошечной группе из 10 вулканических островов в море Банда, входящих в состав современной Индонезии. Это были легендарные острова пряностей, секретный источник товара, который в Европе 17 века продавался с наценкой в 60 000%. Одна партия мускатного ореха могла сделать купца богатым на всю жизнь. Владение источником мускатного ореха означало владение источником фантастических богатств. И многие были готовы на все, чтобы его получить. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Благодаря экспедициям Васко да Гама в период с 1498 по 1502 года португальцы первыми из европейцев преодолели венецианско-арабскую монополию и напрямую добрались до островов пряностей. Но после столетнего лидирования в торговле их господству предстояло противостоять новому, еще более безжалостному игроку. В 1602 году голландское правительство учредило голландскую Ост-Индскую компанию. Она представляла собой нечто невиданное ранее – многонациональную корпорацию, обладающую властью государства. Компания могла заключать договора, строить форты и, что наиболее важно, вести войну. Ее главная цель – захват торговли пряностями и установление абсолютной монополии. За этим последовал 60-летний конфликт, охвативший весь мир. Голландская Ост-Индская компания систематически разрушала португальскую торговую империю, и их главной наградой стал мускатный орех. Когда жители Банда оказали сопротивление попыткам компании навязать им эксклюзивную торговлю, голландцы под командованием Яна Питерсона Коэна истребили, поработили или изгнали почти все население островов, около 15 000 человек. Затем они заселили острова голландскими плантаторами и порабощенными рабочими. Чтобы обеспечить абсолютную монополию, они заливали весь экспортируемый мускатный орех известью, чтобы предотвратить прорастание семян в других местах. Однако самый западный из островов, остров Рун, остался под контролем англичан. Пока они владели Руном, голландская монополия была неполной. Этот конфликт закончился в 1667 году подписанием Бретского договора. Голландцы получали остров Рун и уступали контроль над болотистым, захолустным колониальным форпостом, который они контролировали в Северной Америке. Этот голландский форпост назывался Новым Амстердамом. Сегодня мы знаем его как Манхэттен. Империи, построенные на китовых внутренностях и волшебной древесине, быстро угасали. Французы контрабандой вывезли саженцы мускатного ореха, разрушив голландскую монополию. Увлечение сассафросом сошло на нет. Химики научились синтезировать молекулы мускуса и амбры в лаборатории, сделав добычу животных ароматов устаревшей. Новые товары, такие как сахар, чай и кофе, вышли на первый план, вновь изменив расстановку сил в мире. Но наследие той первой ароматической золотой лихорадки все еще с нами. Структура Ост-Индской компании стала примером для современной корпорации. Созданные компанией торговые пути стали магистралями глобализации. Торговля специями никогда по-настоящему не заканчивалась, но постоянно развивалась. А в следующем видео
мы обсудим, как запахи стали причиной появления современной канализации.